Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Масленица, пожалуй, один из самых сытных и веселых праздников у православных христиан. Масленичный стол всегда славился разнообразием блюд, и самым популярным кушанием в эту неделю были, конечно же, блины, блинчики и оладьи. Простые и заварные, дрожжевые и с припеком. Это лакомство, любимое с детства, и у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт блинов, который порой передается по наследству. У меня на канале в плейлисте «Блины и блинчики» вы найдете рецепты этого сытного угощения на любой вкус. Обязательно посмотрите, ссылочка в описании под видео. Блины всегда вызывают самые сладкие воспоминания из детства, но никогда не поздно пополнить свою кулинарную копилочку новыми интересными рецептами. И сегодня я покажу вам рецепт блинного теста без муки. Будем готовить крахмальные блинчики на молоке. Тесто для них готовится очень просто и быстро. Блинчики получаются тонкие, эластичные, мягкие, с хрустящими краями. Они идеально подходят для фарширования как сладкими, так и несладкими начинками, а также для приготовления блинных пирогов, тортов, запеканок и салатов с блинчиками. Такой рецепт в особенности оценят те, кому по разным причинам не подходит пшеничная мука. Итак, приступим. В чашу выбиваем яйца, добавляем соль и сахар. Количество сахара зависит от вашего желания готовить сладкие или несладкие блинчики. Все тщательно перемешиваем венчиком. Для приготовления этого теста также можно воспользоваться миксером на средней скорости. Вливаем примерно половину молока. И всыпаем весь крахмал. Хорошо перемешиваем до полного исчезновения всех комочков. Добавляем оставшееся молоко и, не прекращая мешать, доводим массу до однородного состояния. В этом рецепте можно использовать как молоко, так и молоко пополам с водой. Важным условием для приготовления крахмального теста является то, что молоко и яйца должны быть не холодными, а хотя бы комнатной температуры. Как только масса станет однородной, вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем. Вот такое довольно жидкое тесто должно получиться. По консистенции оно похоже на жирные сливки. Пусть вас это не пугает. Оно отличается от привычного нам блинного теста на муке, которое более вязкое. Поскольку это тесто не содержит клейковины, ему не нужно настаиваться, а можно сразу приступать к выпеканию блинов. Устанавливаем сковороду на плиту, хорошо ее разогреваем, а затем убавляем нагрев на среднюю мощность. Сковороду смазываем единственный раз перед выпеканием первого блинчика. Далее смазывать ее не надо. На хорошо разогретую сковороду выливаем тесто и быстро его распределяем, поскольку крахмал начинает моментально набухать. Учитывая, что оно жидкое и хорошо растекается по сковороде, блинчики получаются довольно тонкие. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем на другую. Учитывайте, что крахмальное тесто готовится очень быстро. Печем блинчики с двух сторон, но сильно зажаривать их не надо. А чтобы готовые блинчики получились еще более мягкие и нежные, желательно каждый блин смазывать растопленным сливочным маслом. Имейте в виду, что крахмал быстро оседает на дно, поэтому перед жаркой очередного блинчика тесто нужно хорошо перемешивать. Несмотря на то, что тесто мы выливаем очень тонким слоем и в процессе выпечки блинов сковороду ничем не смазываем, они прекрасно с нее снимаются. Таким образом печем все блины. Вот такая стопка вкусных ароматных блинчиков у нас получилась. Из этого количества теста выходит 23 штуки диаметром 20 сантиметров. Такие красавчики прекрасно подойдут для вкусного завтрака. Хрустящие и ажурные по краям, мягкие, эластичные в середине, они отлично держат форму, и из них очень хорошо делать всевозможные мешочки с начинкой. И, конечно же, как и любые блины, они хороши в горячем виде. Масленица всегда ассоциируется с весной и блинами, а главный их ингредиент – это любовь. Блины, приготовленные с любовью, никого не оставят равнодушным. Попробуйте эти необычные блинчики. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забывайте ставить лайк. Спасибо, что делитесь моими видео и оставляете свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что у меня на канале есть плейлист «Блины и блинчики». Обязательно загляните. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.